Я живу в деревне, где скрипят старые ветви, а ночь пахнет мокрой землей и косточками костра, если повезет услышать где-то рядом шум семейной жизни. В одну такую тихую пору на моем пути появилась мама-собака. Она бродила по тропинкам между домами и сараями, где люди редко заглядывали в ее сторону, потому что она была обычной, ничем не примечательной бездомной, которая ищет теплый уголок для своих щенков. Присев на краю поляны, я увидел, как она замирает тогда, когда ветер нес очередную тревожную песню природы. Ее тело напрягалось, живот начинал трясти, и вскоре на свет появились щенки. Это был помет, который сам по себе рассказывал историю о выживании и о том, что любовь может затаиться даже в самых неблагополучных условиях. Я положил глаз на белого щенка. Он выглядел особенным среди остальных. Белая шерсть светилась в сумерках, будто след от луны, и его маленькие глазки блестели, точно две маленькие янтарные бусинки. Я хотел взять его домой и вырастить, чтобы дать ему шанс стать тем, чем ему предназначено быть — другом и защитником, который сможет увидеть в этом мире больше света, чем боли. Но я понимал, что это не просто акт доброты. Это способ помочь маме-собаке облегчить бремя воспитания своих детей, позволить ей увидеть, что забота и тепло могут жить рядом не только с человеком, но и в самом доме, где найдется место для всех нуждающихся. Мама-собака была осторожной. Ее охранительные инстинкты никуда не исчезли. Когда я попытался приблизиться к щенкам, она немедленно вышла и встала перед ними, рыча и лая, словно предупреждала: «Не приближайся, не нарушай их покой». Это было не зло, а материнское чувство, готовое защищать каждого щенка за счет своих сил. Меня это пугало и вдохновляло одновременно. Такие раны, такие страхи, такие решения, и все ради того, чтобы щенки выжили и нашли свой путь. Я слышал, как деревенские старейшины говорили, что у собак-мам тоже есть хозяева. Хозяин уехал в город работать, что, мол, мама-собака ищет человека, который позвонит ей и скажет ей, что она нужна. И она приходила сама, когда слышала звонок, будто хотела узнать того человека, который позвонил ей в сердце. Если не мастер, то кто-то. Я не хотел ее обижать, но не могу отрицать, что меня тревожило. Достаточно ли у мамы молока, чтобы выкормить щенков? Каждый день я приносил ей еду и ставил ее на порог, чтобы она могла просто перекусить и не думать про голод. Медленно враждебность ко мне уменьшалась. Она начинала глазеть на меня, когда я подходил к ее дому, и даже вилять хвостом, когда видела меня у ворот. В тот день, когда я услышал щенковый лай у двери, мне показалось, что судьба улыбается. Мама-собака действительно перенесла белого щенка к двери нашего дома. Сначала она задержалась, чтобы понюхать запах щенка, затем, словно приняв решение, развернулась и ушла. Но сердце ее не хотело отпускать его так легко. Она обернулась назад и пристально взглянула на белого малыша в последний раз. Она не могла расстаться с ним полностью, но и не хотела позволить ему пуститься в дорогу одной. Она хотела найти баланс между заботой и свободой, между жертвой и выбором. Несколько дней спустя мама-собака принесла еще одного щенка, желтого цвета. Я думал, что она принесла бы остальных своих детей и сама бы их ухаживала. Но, к моему удивлению, она так не поступила. Щенок продолжал плакать у дверей, и мне пришлось взять его к себе. Сначала я думал, что мама-собака все же приведет его к себе в дом, но она не делала этого. Щенок продолжал плакать, и мама-собака не могла оставить своих детей без внимания. Она все равно приходила ко мне домой время от времени, чтобы позаботиться о этих двух щенках, которых я взял в семью вместе с белым мальчиком. Я пытался понять, почему это происходит так. Щенок плакал, мать не подходила, но временами она все же приходила, чтобы дать им пищу, тепло и ласку. Я стал замечать, что состояние мамы-собаки неустойчиво. Ходила медленно,
иногда без списка, без ясности, и я думал, что ей может не хватать кальция или других веществ. Но я пытался подстраховаться. Начал добавлять таблетки кальция в ее корм, давал ей сухой корм с козьим молоком, и после нескольких дней ее состояние стало лучше. Кто-то в деревне подарил собаке кусок жареного утиного мяса, но она не съела его сама, а отодвинула в сторону, чтобы оставить его для щенков. И это было ее материнское решение — заботиться о детях даже в момент еды. Щенки росли, и я убедился в удивительной истине. Мать-собака — не просто животное. Она не просто открывает рот и вылизывает малыша. Она — целый механизм любви, который работает на благо потомства. Но время неспокойствия. В деревнях люди уезжают в город работать, дети взрослеют, и люди забывают, что рядом живут существа, которым нужна помощь и забота. Я решил, что должен сделать что-то, чтобы помочь всем им найти дом. Я продолжал кормить их по мере сил и старался приучать щенков к человеку. Они начали поддерживать контакт, подталкивая к себе лапами, и постепенно становились более дружелюбными. Пару раз случалось так, что мать-собака возвращалась в дом, чтобы посетить щенков. Она приходила не каждый день, но все же иногда наведывалась, чтобы проверить, как они, и оставить на полу миску, чтобы они могли есть. Я видел, как щенки учились подниматься по лестнице. Еще у них были короткие ноги, но они учились с каждым днем. Белый щенок рос, он стал моим любимым, но я не собирался уходить от остальных. Я верил, что каждому щенку найдется дом. Дальше было много дел: собрать документы, разместить объявления, путешествовать по соседним селам и городкам, показывать людей щенков и говорить им, что каждый из них достоин дома. Однако, несмотря на наши усилия, многие люди в округе не хотели брать щенков. Я видел, как мои попытки рассказать историю мамы-собаки о ее любви к детям встречались с непониманием. Но даже так я не сдавался. Иногда во мне появлялось сомнение, сможет ли мама-собака довериться людям полностью, если когда-то ее обижали. Но каждый раз, когда она приходила со своими малышами в мою жизнь, я видел ее решимость приручить мир и показать ребенку, что он может быть любимым и защищенным. Дни шли, и младшие щенки подросли. Теперь они уже могли есть обычный корм. И мама-собака, как будто почувствовав облегчение, стала чаще появляться. Мы вместе переживали жару и дождь, месяц за месяцем, и каждый день приносил нам маленькие победы. Щенки начинали понимать, что не все люди опасны, и что забота может приходить из самых неожиданных мест. Я стал замечать, что каждый щенок учится чему-то у мамы. Учится идти за ней по тропинке к дому, учится терпению и аккуратности, умению делиться и радоваться простым вещам, теплой миске, чистой воде и вниманию человека, который не заберет их навсегда, а подарит им шанс на новый дом. Время шло, и настал момент, когда я понял: один белый щенок обретет дом первым, потому что он уже немного отличается. Этого щенка я привнес в свою жизнь как сына, как друга, как напоминание о том, что мы можем выбрать любовь и дать всем сущностям шанс. 2 желтых щенка нашли дом позже. Пожилая пара из деревни приехала за одним из них вместе с внуком. Они жили рядом и решили, что этот малыш будет жить рядом с ними, чтобы я мог навещать его и видеть, как он растет. Остальные же щенки нашли своих хозяев постепенно. Кто-то через объявления, кто-то через личные встречи в магазинах и ветеринарных клиниках в соседних деревнях. Я видел, как они уходят по своим дорогам, и сердце мое становилось легче, потому что каждый щенок уходил в лучшее будущее. Но история матери не заканчивалась на этом. С тех пор, как я спас щенков и дал им начало жизни, мама-собака стала важной частью моей судьбы. Время от времени она возвращалась, чтобы проверить, как обстоят дела, и чтобы убедиться, что дети в надежных руках. Когда она садилась рядом и смотрела на своих щенков, я видел в ее глазах ту нежность,
которую можно увидеть лишь в тех матерях, которые готовы отдать все ради будущего детей. Иногда она просто поворачивалась и уходила, будто не хотела мешать переменам в жизни, которые она не могла контролировать. Но я знал, ее сердце все равно остается там, где ее чадо, и это была ее самая сильная сила — любовь и верность. Я научился одной простой вещи. Мать-собака — не просто животное, которое кормят и гладят. Она — хранительница дома, учитель терпения и пример непоколебимой ответственности. Она учит, что любовь не требует больших слов или обещаний. Она требует быть рядом, когда это действительно необходимо, и делиться тем, что есть. Я не могу обещать, что каждый щенок найдет идеального хозяина мгновенно, но я уверен, рядом с мамой-собакой они найдут путь к дому, а дом найдет путь обратно к ним через кого-то, кто готов открыться и принять ответственность за жизнь другого существа. Теперь, когда солнечные лучи наклоняют землю к концу лета, и дети в деревне играют на песке и гонят мяч, я вижу, как 4 щенка, белый и 3 желтых, живут в доме, который мы вместе построили. Не роскошный замок, но теплый уголок, где все еще звучит слово «дом», так, как звучит в первый раз. Мама-собака все еще приходит к воротам и улыбается мне своим молчаливым взглядом благодарности. Я думаю о будущем. Возможно, найдутся новые люди, которые примут ее щенков в свои дома и подарят им новые имена и новые дороги. Но сейчас пора ускакать за корзиной с корми, за мисками и за новыми маленькими историями, которые каждый день растут на наших глазах. Я верю в силу любви и в то, что даже в деревне, где не все просто, можно подарить вторую жизнь тем, кто ее действительно заслуживает. И мать-собака — мой самый яркий пример того, как любовь может родить дом там, где его никогда не было.